Ну что, мои дорогие друзья, тяжело выходить на работу после таких праздников. Я поэтому решил вам немножечко разнообразить, так сказать, это время ошуительными историями. Показать, так сказать, немножечко изнанку того мира, в котором я живу. Мира тайн и загадок. Шучу. Это утро, я еще трезвый. Ой, проговорился. Поставьте мне, пожалуйста, лайк, подпишитесь на меня, потому что я решил, что я вам буду больше рассказывать о тех исследованиях, которыми я занимаюсь. Ну, чтобы вам было интереснее смотреть меня. И, пожалуйста, напишите комментарий, что вы думаете по этой истории. Итак, у меня есть некое определенное такой конспирологический склад ума. Доверяй, но проверяй, как говорил президент Рейган. Я так с опаской отношусь к всяким разным неожиданным встречам. А мы знаем, что встречи бывают всегда не случайно. И вот такая история. Весной прошлого года, по-моему, в феврале 24 года, по своим делам я был заранее приглашен в Красный Крест в Барселоне для общения со специалистом по моему проекту, по моему по моей программе. Это отдельная история, как они приглашают. Ну, в общем, я там был по предварительной записи, пришел, меня попросили подождать в коридоре. Я сижу, жду, никого не трогаю, слышу, что рядом разговаривает женщина на очень плохом английском, и сотрудник ее не понимает, Красного Креста. В Испании скорее принято, чем не принято, помогать друг другу. То есть здесь люди в бытовом плане предупредительные. Если глубже, может быть, это не идет, но в бытовом плане они предупредительные, стараются друг другу помочь. И я перенял эту привычку хорошую, вызвался помочь этой женщине, потому что явно чувствую, что она не может коммуницировать с Красным Крестом. Никто меня не заставлял. Это было мое искреннее внутреннее желание, спонтанное. Ну, такой я вот человек, отзывчивый. Я встаю, подхожу, начинаю с ней говорить по-русски, она с облегчением: окей, да, я буду переводчиком. Объясняю этому мужчине, что я буду переводить с русского на английский, он: окей, я буду понимать, то есть он понимает английский, но ее английский очень плохой. И в этот момент, честно говоря, не помню, как сама вот эта беседа обстояла, но смысл в том, что у нее на руках какой-то документ, типа вызова в суд или что-то такое, то есть какая-то бумажка, что-то с судом. Я мельком смотрю, это испанский суд, мельком смотрю на этот документ, да, действительно, там что-то про приглашение. В ее руках, но я его не читал, просто взглянул на него. Я начинаю переводить. Перевод, собственно, очень простой. Ей нужен адвокат. Она пришла в Красный Крест, ей нужен адвокат, чтобы пойти в суд. В этот момент приходит переводчик Сергей, штатный переводчик Красного Креста. Он говорит: окей, спасибо, я буду переводить с русского на испанский, типа все хорошо. И я в этот момент облегченно, что, ну, слава богу, у меня же свои дела, я жду своего приема. И что-то меня дернуло, опять же, никто не заставлял, оставить этой женщине мой номер телефона. Но, еще раз говорю, я добрый человек, отзывчивый, и
Почти все, что я делаю в публичном поле, это для того, чтобы помогать людям. Ну, вот такая у меня, если хотите, карма и внутренняя установка. Да, подпишитесь еще раз, сделайте, так сказать, ответный жест, подпишитесь, поставьте все уведомления. А те, кто подписан, кстати, проверьте, у вас все уведомления включены или просто уведомления. Нужно, чтобы стоял вот этот колокольчик с всеми уведомлениями, иначе вы будете пропускать мои видео. Идем дальше. Я оставил свой номер телефона, он доступен, он публичен, вы его можете найти под каждым моим видео. И ушел по своим делам. Да, потом у меня была встреча с сотрудником Красного Креста, я почти забыл об этом февральском событии. По-моему, в 20-х числах февраля было 24 года. Проходит какое-то время, наверное, месяц. Звонит мне эта женщина, Светлана. И говорит, вот помните, мы там тогда в Красном Кресте встречались, мне нужна ваша помощь. В чем помощь? Звонит мне не через Телеграм, не через, как обычно принято в российском комьюнити, и не пишет предварительно, что можно я вам позвоню. То есть здесь в Испании мы предпочитаем общаться через Телеграм. И предварительно, конечно, из вежливости спрашиваем, можно ли позвонить голосом. Нет, она звонит напрямую, обычным телефоном. Окей, просит встретиться. Ну, сказала А, говори Б. Я отвечаю, окей, раз пообещал помощь, давайте попробуем, помогу. Но мне как журналисту очень интересно, что же за история, какие суды. Ну, это то, что я понял тогда еще в Красном Кресте, какие-то суды. Именно это меня зацепило. И мы встречаемся, это уже где-то март месяц, может быть середина марта, может быть конец. Встречаемся в Барселоне. Она мне начинает рассказывать, что так и так, я в Испании. И меня контролируют спецслужбы. Ого! Я такой, вау, вот это история. Это я сейчас точно на первых полосах всех испанских газет окажусь. В общем, она начинает мне рассказывать, как ее контролируют спецслужбы, что ее перезагружают, что ее телефон перезагружают, что она не может коммуницировать. И если честно, да, тогда у меня возникло ощущение, что это полный бред. Давайте честно. Но я не мог просто отмахнуться от этой истории. Мне хотелось, так сказать, узнать, how deep is this rabbit hole. Я думаю, окей, давайте пойдем дальше. В общем, мы с ней, чтобы вас подробностями не загружать, очень аккуратно, потому что она пуглива, как молодая лань. То есть она всего боится. Она боится того, что я не на ее стороне. Мы с ней встречались несколько раз на протяжении полугода. Каждый раз это было обставлено как конспирологическая встреча, то есть она мне звонила с неожиданного номера телефона, мы договаривались, она туда подъезжала, снимала людей, которые мимо проходили, потому что она считала, что все вокруг агенты спецслужб, но почему-то не я. Видите, как у меня лицо доброе. А вы мне комментарии не пишите длинные. Напишите комментарий, какое доброе у меня лицо или нет. Ну, я вызываю доверие у людей. Да, люди хотят со мной разговаривать, это правда. Вот, и потихонечку я завоевал ее доверие. Прежде всего тем, что я готов был ее слушать. Мы достаточно долго общались. Я ей помог составить документ. Значит, какие ее были требования, что она хотела от меня. И почему я вообще все это делаю. Вы скажете, что ты делаешь, почему ты рассказываешь. Ее основное требование было в том, чтобы рассказать людям об ее истории. То есть она хотела, как от меня, от журналиста, публичности ее кейса, ее истории. Я поэтому этот ролик и записываю, потому что я следую ее желаниям опубличить эту информацию и привлечь внимание к ее ситуации.
По ее мнению, если очень коротко, у меня вот, кстати, рукописные ее показания есть, и это не первая версия, я их читал несколько вариантов. Помогал ей там писать их на русском и на английском языке. Вот. По ее мнению, значит, ее история, некие сотрудники ФСБ несколько лет назад совершили с ней сексуальное насилие, группа лиц, после чего, чтобы скрыть эти преступления, она говорит, что в ее тело вживили какие-то приборы. С помощью этих приборов контролируется ее жизнедеятельность, прежде всего работа сердца. Но она говорит, что у нее еще в ногах есть какие-то предметы, которые инородные, контролируют ее. Все это делается дистанционно. Она говорит, что это началось с России, но и продолжается в Испании. Она предполагала, что может быть в этом завязаны еще и испанские спецслужбы. Ее предположение. Ну, когда-то она мне его такое высказывала в прошлом году, летом, по-моему. И она очень хотела написать и обратиться к ООН публично, почему-то к американскому послу, ФБР. ФБР внутренними американскими делами занимается. Ну, окей. В общем, у нее была надежда на Америку и американского посла. Все, она мне предлагала поехать вместе с ней в Мадрид, общаться с этим послом. Надо отметить, да, я не буду давать оценки, просто рассказываю дальше. Надо отметить, что она же и рассказывает, я живу в Каталонии, я стою на программе Красного Креста, у меня красная карточка Тархета Роха, как просителя убежища. Ей Красный Крест выдал койко-место в комнате. Она живет с какой-то девушкой, которую она подозревает, что та тоже сотрудник спецслужб. И в общем, мы встречались, я понял, что все-таки нужны какие-то документы. Не с первого раза, но она принесла мне документы, и вот я вам хочу показать. Я покажу, а потом ставлю вот такую копию она мне дала, я потом ставлю скриншот. Здесь вот, если я правильно понимаю, вот в районе сердца, ну где-то, наверное, не сердце, может быть, желудок это. Вот есть очень какое-то странное темное образование. И вот здесь вот есть что-то непонятно темное. Почему? Я ни в коем случае не специалист по чтению рентгеновских снимков, но у меня есть мой рентген, когда у меня проблемы с почками были, из Испании. Это сделано в Испании, здесь в Испании, в Каталонии. И на моем рентгене, а мы примерно одинакового с ней возраста, она чуточку старше меня, на моем рентгене ничего такого нету. Ну, то есть вот таких явных темных областей у меня нет. Но у меня наоборот есть светящиеся области, кальцификация идет в силу возраста. Вот. Темноты такой нет. Темнота, я так понимаю, это те части, которые не проходят рентген. Что такое может быть в теле человека, что не проходит рентген? Я вставлю этот снимок. Вот, она говорит, что она проходит, значит, я попросил о документах, она проходит обследование в местных поликлиниках в Капе, то есть это бесплатная поликлиника, туда могут ходить те, кто просит убежища. И вот принесла она мне копию 27.03.24 года, вот такой вот документ. Что тут еще у меня есть из местных? Ну, есть по ногам. Ну, в ногах, понятно, что смещены кости, но это, видимо, из-за ношения обуви. Ничего тут такого, чтобы я мог предположить,
необычное я не вижу. Ну и всякие вот электрокардиограммы. Причем Светлана заявляет, что эти электрокардиограммы у нее воруют, подменяют здесь, в Испании. А на самом деле еще она, по-моему, с 19 года с вот этим вот, с этой проблемой столкнулась, которую она говорит. И она побывала, вот тут меня очень сильно ее история опять заинтересовала, потому что она побывала в Южной Корее на обследовании, она побывала в Беларуси на обследовании, почему-то в Краснодаре, хотя она из Дальнего Востока, с Дальнего Востока. То есть она объехала полмира буквально. Корея, Краснодар, где-то там еще в других городах была, до Беларуси доехала, она в Германии была перед Испанией. При этом я общаюсь только с ней, я боюсь, так сказать, ее спугнуть, чтобы не прекратилось это общение, чтобы я наконец-таки дошел до истины, это все правда или нет. Но ее каждый шорох пугает, ее каждый человек вокруг пугает. И тут она мне приносит в одну встречу, то есть я не сразу эти документы получил, потихонечку я их получал, это копии. Вот, получил документ, где сказано, так, этот документ выдан в России ФГКУ 439 ВГ Минобороны России. Почему-то. Минобороны России. Документ выдан 13 мая 2020 года. Что такое 439 военный госпиталь, наверное, ВГ. Вот читаю. При осмотре правых камер сердца и субъективного доступа, ну, не знаю этих слов, подвижное это что-то, я приложу это все, почитайте сами. Я просто не знаю этих терминов. Но дальше интересное. К правому предсердию, над левым желудочком правому предсердию, наружный электрод и ЭКС. В скобках вопрос. И ЭКС это искусственный электрокардиостимулятор, если я правильно расшифровываю. То есть задается вопрос, действительно какой-то электрод к ее сердцу подходит в 2020 году. Вот. Тут-то я начал как-то так, интересно. Вот. То есть, конечно, я каждый раз думал, что не может быть это все правдой. Но вот после того, как я прочитал этот документ, я решил пообщаться с ней чуть подольше. Мы встречались, я, Светлана, мы встречались с профессиональным психотерапевтом в Барселоне. Светлана не знала, что это психотерапевт, я ее просто представил как специалиста по врачам, по медицине каталонской, потому что жалобы были у Светланы именно на то, что ей не выдают результаты анализов, которые она считает подменяют. Ну вот я решил помимо своего мнения добавить мнение еще специалиста. То есть действительно это девушка, которая психотерапевт. Ну конечно, она давно живет в Испании, в Каталонии. Она хорошо понимает, как работает тут медицина. И мы в два голоса пытались Светлане объяснить, как можно получать анализы дистанционно с помощью программы Лямева. Параллельно психотерапевт анализировал поведение Светланы. И если очень коротко, там долго, я, во-первых, не специалист, чтобы это все понять, но если коротко, какое-то событие было в жизни у Светланы, которое могло привести к ее
вот к текущему состоянию. Я не буду ставить диагноз по вот тому объему данных, который у меня есть сейчас. Я просто вам предлагаю самим поставить диагноз, написать мне в комментарии, собственно, зачем я это записываю. Первое. Я хочу от вас еще раз попросить помощи по тем очень скудным данным, что у меня имеется, прям очень скудным данным. Она все время меняет номера телефона. Ну, понятно, что у нее некая такая мания преследования есть. Она меняет все время номера телефонов, звонит с разных трубок. Но я смог что-то о ней узнать. И по тем разговорам, которые у нас были, она имеет отношение к станции Пожарская в Дальневосточной области, или как-то в Дальневосточном крае. Зовут ее Светлана. Она говорит, что у нее есть... Да, вроде бы она работала на железной дороге. Она говорит, что у нее есть сын примерно 30-летнего возраста, внучка примерно 6-7 лет. Попросил я у нее дать контакты этих людей, чтобы я мог с ними переговорить. Но пока эти контакты мне не дают. Ну, вообще у нас с ней связь такая односторонняя. То есть она звонит тогда, когда ей хочется, и я не могу ей перезвонить, потому что она все время выключает телефон. Она думает, что за ней с помощью телефона следят. Что, кстати говоря, не проблема. Это действительно можно делать. Вот. Деньги у нее есть. Каким-то образом. То есть она беженка. Но деньги у нее есть. Она, как я понял, путешествует. Вот недавно ездила в Мадрид. Зачем-то она ищет себе адвоката. Почему-то ее вызывают в суд. Я не знаю почему. Я поговорил с людьми, которые близки к медицине в Каталонии, и они сказали, что да, если допустить, что у нее есть какие-то психические отклонения, Красный Крест, на программе которого она находится, и вообще испанские власти не будут ее насильно куда-то класть в какое-то учреждение соответствующего профиля. То есть они позволят ей пребывать в том состоянии, в котором она пребывает. Я же со своей стороны, общаясь с ней на ее родном языке, я вижу, что она буквально на грани. Это вот основная причина, почему я этим по-прежнему занимаюсь, почему я не заблокировал ее и не сказал ей, что все. Потому что каждый раз, когда я общаюсь с этим человеком, теперь уже дистанционно, вот, по телефону, я каждый раз чувствую буквально, что ну вот-вот она сорвется. Вот-вот, ну, я объясняю, что, ну, к сожалению, отношение к беженцам меняется, мы все меньше и меньше вызываем интереса у испанских властей и испанских организаций. Никакого адвоката я рекомендовать не могу. Кстати, да, если вы можете порекомендовать, вот давайте сделаем еще такую помощь. Если вы можете порекомендовать какого-то юриста или адвоката в Испании, кто бы мог ей помочь получить квалифицированную, как я считаю, необходимую для нее медицинскую помощь, ну и в конце концов, давайте поставим точку над «и». То есть, если вот это то, что я вижу на этой рентгене, действительно электрокардиостимулятор и еще какие-то встроенные у нее приборы, представляете, какого уровня открытия это? Ну, мне нужен для этого человек, который сможет не только довести ее до рентгенолога, сделать рентген и потом провести анализ этих снимков, но и уговорить ее, так сказать, на собеседование с психиатром. Вот. Потому что то, что у нас был разговор, ну это был разговор такой вот дружеский, не специализированный. Она не знала, что она собеседует с психотерапевтом. Вот. Ну и опять же, если у вас есть знакомый юрист, который поможет понять,
А какого именно письма, типа она хочет, куда направить, действительно, может быть, как-то подключить. Но человек пропадает, с моей точки зрения. Светлана, с моей точки зрения, находится на грани. И чем больше я с ней общаюсь почти год, тем вижу, что вот эта грань между реальностью и Светланой все тоньше и тоньше. Она все меньше и меньше верит, что ей помогут. И я боюсь, что да, человек может быть потерян. Ну, во всех смыслах, в том числе и в биологическом смысле. Я прошу вас, помогите мне, чтобы я вот считал, что я сделал все, что мог в моих силах. Я прошу вас, помогите мне найти кого-то, врача в Каталонии, потому что он находится в Каталонии, вот, под защитой Красного Креста, но Красный Крест ничего не делает. Помогите мне найти какого-то юриста, который хорошо знает испанские законы, что должны, чего не должны делать НКО типа Красного Креста. Ну вот один я уже не вывожу, потому что я не могу, во-первых, дистанционно отсюда из провинции Аликанте с ней работать, а во-вторых, я не знаю всех этих ходов-выходов испанской бюрократии, медицинской бюрократии. И будет ужасно, если... Почему я решил сейчас это рассказать? Я вот сегодня понял, что будет ужасно, если я, обладая этой информацией, буду на ней сидеть, ждать, я от нее жду информацию по ее родственникам в России, чтобы они, и знакомым, кому-то, чтобы они подтвердили ее слова или опровергли их. Но в любом случае, если, допустим, ее сын скажет мне, что мама больна, я ей высылаю деньги, вот откуда у нее деньги. Ну, как-то, понимаете, она больна, но она как-то умудряется получать переводы из России, как я понимаю. Просто других источников доходов у нее, я так понимаю, нет. Раз она живет в комнате Красного Креста. И если сын скажет, что она больна, то нужно ей оказывать помощь здесь, в Испании. А как это сделать, при том, что я никак к ней не имею отношения, я не ее родственник, я не ее юрист, ну, в общем, никто, просто человек со стороны. Если она действительно больна так, как она говорит, что действительно в ее теле какие-то импланты, ей тем более надо помогать. Вот, все, я один не вывожу, поэтому я решил публично выйти. Я ждал от нее чуть ли не... Она мне звонила перед перед Рождеством, мы разговаривали, поздравляла она меня, мы поговорили, я еще ей раз предложил. Ну, она говорит, что она ходит в поликлинике, что там анализы подтверждают ее слова о том, что у нее что-то в теле не то, инородное. Но потом эти данные, результаты подменяются. И не могу я дистанционно через телефон как-то ей помочь. Было бы классно, если бы кто-то нашелся, чтобы вместе, тот, кому можно доверять, чтобы вместе с ней пройти вот весь путь. То есть прийти в поликлинику, поговорить по-испански с врачами, объяснить ситуацию, провести тестирование. Ну, то есть поводить ее за ручку и в конечном итоге добиться результата. То есть однозначно ответить, действительно ли есть в ней какие-то посторонние предметы, контролируют ее, не контролируют, это другой вопрос. Это уже из более с РЕН-ТВ, с ТВ-3, не знаю, откуда-то, с РЕН-ТВ, наверное, да. Ну вот. Если же у нее это проблемы с психикой, то, опять же, ей нужна помощь человека, мы теряем, с моей точки зрения. Вот. Может быть, адвокат может сделать и найти врача, и там с ней походить. Вроде бы, как я понимаю, она даже готова платить адвокату за помощь. То есть, если есть какая-то организация, которая может взяться за эту проблему, худшее, что можно в этой ситуации сделать, это просто ничего не делать. Ну вот, есть у меня эти данные, и ничего не делать. Я отброшу в сторону ее конспирологические вот эти теории, которым я, конечно, не верю, что за ней следят тут все. И Красный Крест, и испанская разведка, и ФСБ, и кто угодно. И все это на территории Испании. У меня есть видео, я вставлю, как она с помощью, опять же, да, как в кавычках,
сумасшедшая, но она умеет пользоваться поисковым прибором. То есть прибором, который ищет закладки, какие-то инсталляции в жучки по-русски в комнате. То есть, не настолько же, то есть, в моем понимании люди с отклонением психики, я не говорю, что у нее, но если предположить, что у нее есть отклонение психики, то они не в состоянии заниматься теми действиями, которыми она занимается. Внешне, слегка сильно взволнованный, нервозный человек. То есть, нет, не могу я сказать, что у нее есть какие-то вот признаки откровенно ненормального человека. То есть слюна не капает, ведет, она вежливо разговаривает, связывает хорошо слова в предложении. То есть если не знать смысл слов, которые она говорит, то нормальный человек средних лет, чуть старше 50 лет. Станция Пожарский, РЖД, недалеко от Владивостока. Кто-то, может быть, что-то знает об этой истории. Если допустить, вот моя конспирологическая теория, что со Светланой действительно что-то там произошло. Возможно, она работала кем-то на РЖД и что-то видела. И за ней потом пришли. И может быть, действительно был этот акт сексуального насилия, о котором она говорит. И это ее настолько травмировало и настолько повлияло на нее, что вот она создала для сохранения какой-то связи с реальностью вот эту вот себе легенду про вживление, про воздействие. Я придумаю все. То есть человек как бы включил свои защитные силы организма, придумал себе вот эту вот виртуальную реальность, чтобы остаться хотя бы функциональным, чтобы передвигаться, чтобы жить. Я предполагаю, я вообще рядом не стоял в психиатрии. Может быть, вы кто-то слышали что-то об этом. Может быть, вы знаете кого-то во Владивостоке, в Уссурийске, я так понимаю, к этой станции Пожарской, ближней. Станция Пожарский — это очень маленький полустаночек такой. Может быть, вы к Уссурийску, она там, понимаю, где-то жила в Уссурийске, наверное. Кого-то там знаете. В общем, любая информация по этому кейсу, любые юристы, любые НКО в Испании, которые могут помочь в этой ситуации. Красный Крест ей не помогает. То есть Красный Крест ее не выгоняет, но и видя ее ситуацию, может быть, они просто даже не могут понять за счет перевода с русского на испанский, что со Светланой происходит. А может быть, наоборот, еще одна теория, что ее вызывают в суд для того, чтобы по суду признать ее невменяемой, недееспособной, и таким образом уже позволить кому-то в Испании с ней обращаться как с человеком недееспособным. То есть только решением суда, как я понимаю, и в России, и в Испании можно признать человека недееспособным. Может быть, поэтому ее в суд зовут, а она не идет. Каким-то образом понимая, к чему это может привести. И совсем уж конспирологическая теория, что это все игра. Играет, она все играет, все она прекрасно понимает. И, зачем эта игра, я тоже не понимаю. Вот сейчас мы находимся далеко друг от друга и не знаю. Вот такое исследование. Я в нем считаю, что я вам рассказал, это нужно было сделать. Жду от вас помощи, жду комментариев. И тех, кто живет в России, что-нибудь из Дальнего Востока, Уссурийск, Находка, Владивосток, вот эта станция Пожарский, что-нибудь, РЖД. Может быть, вы знаете. Все-таки я думаю, что там не так уж много людей живет, чтобы такая история, как групповое изнасилование, я предполагаю, что или какой-то конфликт, чтобы она не была там среди слухов городских легенд в Уссурийске. Это один вопрос. Второй вопрос по Испании, кто смотрит. Какое-то НКО, какая-то организация, которая бы
юрист, который за деньги, например, ну, хороший юрист с рекомендациями, не какой-нибудь помогатор, а именно юрист официальный, который может подписать договор, все такое, который мог бы ей решать вопросы, помогать в Испании. Потому что она одна не вывозит, она один на один с этой системой, которая не интересуется ее проблемами, типа Красного Креста. То есть жить мы даем тебе, где есть у тебя есть что, ну вот живи. Вот. А человек в такой ситуации, она не в состоянии адаптироваться и жить, она же не будет вечно в этих комнатах Красного Креста. Ей надо язык учить, испанский, английским она практически не владеет. И ей нужно адаптироваться к этому обществу, раз она беженка. А как она может это делать, если она вот в состоянии на грани, ну простите, я это скажу, в состоянии на грани между жизнью и смертью. То есть она настолько сейчас вот погружена вот в этот свой мир, о котором я вам рассказал, что в любой момент она может принять решение, что все, она не вывозит, и трагические события. У нее же нету этого ощущения, что что-то с ней не так. И поэтому без ее желания, она пока дееспособный, обычный человек, такой же, как я. И без ее желания ее никто не может никуда положить на лечение, никуда даже заставить прийти на какое-то обследование. Может быть, поэтому ее и зовут в суд. А она в суд не идет, как я понимаю. Вот. Поэтому юрист, если он найдется, которому она готова платить, она мне об этом сказала, он должен быть очень осторожен, нежен, такой учтивый, чтобы не просто развести ее на деньги, а действительно добиться какого-то результата. Ну, теперь уже все. Спасибо, что выслушали. Не мог вам об этом не рассказать, теперь рассказал. Вот в таком мире я радужных единорогов живу. Да, вот так вот. Ну, притягиваю я таких людей к себе. Интересно, почему. Все, всем пока. Лайки, колокольчик на все уведомления, подписка и обязательно напишите комментарий. Любые советы по Испании и по Дальнему Востоку. Возможно, вы знаете юристов в Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке. Во Владивостоке, в Уссурийске, какое-то НКО, всероссийское или дальневосточное. Давайте кого-то подключим к этому кейсу. Я поэтому записываю это видео, чтобы вам объяснить, что нужно, чтобы кто-то еще подключился. С одной стороны, понимаете, у нее нет ситуации трагической, она не режет себе вены, она не делает ничего такого вот хайпового. Но человеку хуже с каждым месяцем, и я так получилось, наблюдаю ее почти год, через какие-то промежутки, ей все хуже и хуже, и вот чтобы не случилось страшное, давайте кого-то найдем и подключим. Я вас прошу. Напишите мне в комментариях, кого можно подключить, с вашей точки зрения. Если не хотите в комментариях, в канале есть мои контакты, Telegram, Signal, WhatsApp, электронная почта. Пишите мне, гарантирую вам анонимность. Все, спасибо. Увы, началась рабочая неделя. Ну, в смысле, у вас только началась. И завтра выходной, и у нас уже несколько дней. Все, пока.